Приветствую, эфир только что начался. А так, звук какой-то, пищание такое. Это у тебя? Сейчас, подожди. Да, может быть, сейчас, подожди секунду. Ага. Так лучше стало? Да, вот так все нормально. Да, кондиционер там этот, вернее, сплит на отопление работает. Прохладно. Ну что, рад тебя Выключил. видеть. Взаимно. Как у тебя дела, рассказывай. Да нормально, потихоньку, что работаю. А ты, судя по всему, отдыхаешь по виду, да? По Да, заднему фону. я нахожусь на Бали. Кстати, все равно, мне кажется, звук немножко так... Может, наушники у тебя есть? Нет, а то звук какой-то... Можно как-то, наверное, на камере собрать, там уже получше будет. Понял. Ну ладно, в принципе, так Так. все слышно, все понятно, все нормально. Ну что, я хотел тебе задать пару вопросов. Вообще, Давай. как ты попал в мир сварки? Да не знаю, мне что-то интересно в один момент стало. Я вообще изначально другим занимался, то есть компьютерами занимался. И поначалу было как хобби, по большей части, там, несколько лет, а потом уже вот пару лет назад уже, собственно, мастерскую открыл уже и полностью работаю. Понял. Просто нравится иногда направление деятельности менять. Вот одним из этих направлений сварка оказалась. А тебе сварка приносит тот доход, который ты хочешь? И... Ну, видишь, доход-то дело относительное, там всегда больше хочется. Конечно, Но конечно. опять же, по-моему, сварка, если именно речь идет о каких-то там более-менее высоких доходах, это часть, то есть надо чем-то другим заниматься, а сварка это как элемент чего-то там, изготовления, там, например, не знаю, там, выхлопных систем, там, вот такого. А если ты просто сварщик, то там особо денег-то, наверное, не заработаешь, по-моему. Ну, я, например, летом автокондиционерами занимаюсь, там, наверное, побольше все-таки денег, чем со сварки идет. А сварка так тоже попутно, так скажем. Понял. Я твой канал увидел, наверное, года 3-4 назад по Ютубу. Сейчас там у тебя около 20 тысяч подписчиков. У тебя все время все эти крутые видео про гроверс, про горелки, про маски. Мне даже самому, когда что-то, я не знаю, интересно, интересно просто их смотреть, ты там все рассказываешь, объясняешь, это что такое, это как работает, там полную инструкции по гроверсу. Ну, в общем, крутые видео, мне прям нравятся они. Ну да, спасибо. Кстати, у меня тут перед эфиром я делал шортс, видео запиливал, и тут мой постоянный подписчик, психолог Виталий, кстати, передаю ему привет, он просил задать у тебя вопрос, вопрос. Ты же переехал, по-моему, в Краснодар, да, если я не ошибаюсь? Да, я сейчас в Краснодаре. И он тебя спрашивает, как у тебя получилось там бизнес-процессы настроить, ну, вообще, как сказать... Ну, относительно, но у меня где-то, это, наверное, год ушел, то есть первый год вообще сложно было, а сейчас уже так более-менее. Но опять же, там те события, которые произошли, там сначала коронавирус, потом СВО началось, чуть-чуть там сбивается. Но в целом нормально. Понял, хорошо. А у тебя какое-то образование есть по сварке? Не знаю, корочки, НАКС там что-нибудь, или как учился? Нет, по сварке у меня, честно, есть 3-й разряд газоль. Ну, как до подготовку подходила, как там, переквалификация. Так у меня немножко другая профессия. То есть я до этого компьютерами занимался. А компьютером программиста или... Не, железом, там, системный администратор. Серверами занимался, всем таким подобным. Поэтому мне с некоторых там технических моментах, наверное, все-таки проще разбираться. А то просто есть такой миф, ну, не знаю, там многие об этом говорят, то, что, ну, и там, не знаю, и в последнее время, то, что без образования, там, не знаю, никуда. А как по факту, не знаю, вот куча моих знакомых, у которых вообще по сварке нет никакого образования, ни вообще, там, ни техникума, ни ПТУ, ни корочек, ни разряда, ни НАКСа. Но они такие сварщики, профессионалы, они там, кто-то работает на себя, ну, в основном, да, работают на себя. И там у них швы, там... Тут проблема в том, что обучение именно на сварку нормального мало, и кто там большинство людей самостоятельно учатся. Даже если у тебя есть какие-то корочки там, ну, или диплом сварщика, то в любом случае, там, если человек самостоятельно не учится, то смысл от этих корочек. Так, да, в принципе, у меня много знакомых тоже, кто работает там или полностью сварщиком, там, или часть у него как бы
Работают и сварочные работы, у кого специальности сварщика нет. Все нормально работают. Ну да, Разобраться да. там можно, ничего такого нет. Кстати, расскажи, а почему, по-моему, забросил свой YouTube-канал? Что-то как-то, по-моему, видео перестал выкладывать или... Да не, видео-то выходит, видишь, редко, они у меня всегда... У меня, по-моему, только один год был, когда, там, не знаю, там тут штук 20 видео сделал. Обычно у меня, не знаю, там 3-5 видео в год, это стандартное дело. Это же я на этом-то особо денег не зарабатываю, поэтому так, больше хобби, скажу. А YouTube вообще приносил какие-либо деньги, нет? Зарабатывать на YouTube, не знаю, надо несколько миллионов просмотров в месяц, тогда стандартная сумма. Если бы как бы там каких-то спонсоров не было, я бы, наверное, даже оборудование не купил. То есть у меня оборудование для съемок там, наверное, 1250 на 300, ну, сам понимаешь. Да, да. Так что такое? О, я у тебя там на заднем фоне вижу сварочные маски, там Текман вижу, Да, Спидглаз вижу. да, Ну да, да. что, какая самая лучшая маска? В чем лучше Ну, работать, как Спидглаз? мне, по-моему, чемпион это все-таки 3М. Но он как бы дорогой достаточно. У 3М именно 900 серия, то есть там уже размер окошка, там, кому нравится. Так, если денег не особо... Ну, вернее, конечно, так он тоже, не сказать, что там совсем дешевые маски, но вполне себе. Даже Текманом больше пользовался, чем 3М, но потом что-то это... Фильтр хороший, но все-таки по удобству 3М выигрывает. Тут у Текмана еще попробовать это 1000-ную, может, она поудобнее, на постоянке если работает, ну, не знаю. А по удобству как понять, как маска сидит или как видно? Ну, да, за счет оголовья. И плюс у 3М есть боковые окошечки эти затемненные. И как бы нет такого чувства, что ты где-то в замкнутом пространстве находишься. Клаустрофобия не начинается, в общем. На самом деле, да, крутая штука. Как у тебя Да, сейчас очень. по оборудованию? Какое у тебя сейчас оборудование? Гроверс, по-моему, Кемпи у тебя? Ну, у меня основной это Кемпи MLS 2300, мне его, в принципе, хватает. Вот Гроверс иногда присылает там оборудование на обзоры. Ну, в принципе, вот у меня, ну, из Гроверса мне очень 200W понравился, он хоть там не особо навороченный по возможностям, всяких там спотов и прочего нету, но он работает очень хорошо. В принципе, у меня 3 месяца стоял вместо кемпаря, я с ним спокойно работал. 200 LCD тоже, в принципе, неплохо, но мне 200W, наверное, больше понравился все-таки. Ну, кстати, он мне тоже больше нравится, 200W именно. Он более, ну, такой, не знаю, прикольный, как сказать, ну, технологичный, я не знаю. Да, он как-то получше. Не, 200 LCD тоже неплохо работает, то есть если там не с чем сравнить, то 200 LCD хороший. А как бы если там 2 рядом поставить, то я за 200W все-таки. Там меньше по возможности, конечно, но именно базовые вещи там получше работают. Что-то ты Понял. пропал куда-то. Так, раз. Сейчас, секундочку. Раз. Блин, а как сюда вернуться? Меня слышно, нет? Да тебя слышно, но не видно. А картинка пропала. Что за херня? Сейчас, А ты с телефона? секундочку. Да, с телефона. А мне, блин, Блин, кто-то бывает. позвонил. О, как раз психолог в Металле пишет. Здравствуйте всем. Чат еле запустился. Проблемы, блин, с интернетом. Ну, Так, похоже, да. куда делся мой... Куда делась моя картинка? Как мне вернуться обратно? Ну-ка, сейчас я... Давай. Так, что-то нифига, если честно, моя картинка. Мне, блин, звонок был, я его нажал отменить, сбросить, и он все. Ну, давай перезапустим. Пришли еще раз. Давай еще одну трансляцию. Там потом соединишься, что. Так, хорошо, давай, сейчас я так и сделаю тогда. Ссылочку новую пришли, тогда подсоединюсь. Давай. Угу.